Почему во взрослом возрасте сложно начать рисовать? Что с этим делать и стоит ли в принципе начинать? Ко мне на занятия приходят люди всех возрастов, но в основном моя аудитория — это люди старше 25 лет. И у многих есть страх и много сомнений. Стоит ли начинать рисовать? К чему это может привести? И не бессмысленная ли это трата времени? Сегодня мы с вами поговорим на тему возраста и страхов. Первое. Причина страха. В детстве, вообще-то, очень удобно начать рисовать. У вас много свободного времени, в жизни открыты еще все двери. Большинство детей даже не задумываются, зачем им рисовать. Именно эта мысль останавливает большинство взрослых людей. Вы уже знаете тяготы жизни, у вас есть опыт и критическое мышление, и вы начинаете задумываться. Вот я сейчас начну учиться рисовать. Сколько лет мне придется на это потратить, чтобы добиться хотя бы каких-нибудь результатов? Что мне это вообще принесет? Сомневаюсь, что я стану великим художником в своем возрасте. Наверное, просто поздно начинать. Не существует великих художников, которые начали поздно. Ольга Ген — человек очень сомнительный. Он друг Ван Гога, который начал рисовать в 35 лет. И он вдохновил Пикассо и вообще-то многих других художников. Анри Руссо — создатель наивного искусства. Он начал рисовать в 40 лет, а в 49 лет решил все-таки посвятить этому всего себя. Похожая история была у Кандинского. Один из основателей русского авангарда был юристом, но после того, как он съездил в Мюнхен на выставку, он нашел смысл жизни в абстрактной живописи. Анна Мозес. Она прожила 101 год. Всю жизнь она была домохозяйкой, фермером, и в 78 лет решила попробовать живопись. Кто знал, что впереди у нее еще целых 23 года и просто феноменальный творческий успех. Просто вдумайтесь, она родилась в 1860 году, и только к 80 годам она поборола свой страх и решила попробовать. И она занималась этим еще четверть своей жизни. Я думаю, у нее получилось прожить столько лет благодаря физической активности и тому, что она нашла свой смысл жизни в рисовании. Второе. Зачем рисовать? Хорошо, они прославились, они великие, мне это зачем? А давайте поговорим о пользе. Я не говорю, что вам обязательно хотеть прославиться, но вам обязательно хотеть развиваться. Рисование должно приносить вам удовольствие, а не страдания. Если вы кайфуете от процесса и вам нравится раскрывать себя в творчестве, попробуйте рисовать. Помимо классных скиллов, которые дает рисование, оно также развивает мелкую моторику, образует новые нейронные связи и развивает нейропластичность. Рисунок — это способ успокоиться. Из-за высокой концентрации на процессе мозг работает практически в режиме медитации. Тревожных мыслей становится меньше, напряжение проходит, психика перезагружается. Творчество — это ваш safe space, зона безопасности. В рисовании можно сбежать от мира, или наоборот, через рисование познавать мир. Вы можете начать ходить на пленэры, на наброски, путешествовать, знакомиться с новыми людьми, с которыми у вас будет не просто тема для разговоров, а совместная общая деятельность. Четвертое. С чего начать? Ладно, я поняла, это полезно, но с чего мне начать, особенно если я ничего не умею? На самом деле вы можете начать с чего угодно. Если хотите максимально быстро освоить базу, классно проводить время и получить максимально много творческой поддержки, вы можете прийти ко мне на уроки. Я преподаю онлайн, но если вы вдруг в Далате, мы можем организовать офлайн занятия. А еще я устраиваю выездную школу. Вы приезжаете ко мне, и в формате лагеря для взрослых мы будем учиться рисовать. Будем выезжать на пленэры и рисовать Азию. Ну и вы напишите первую коллекцию своих собственных картин. На самом деле вы можете, конечно, рисовать и самостоятельно. Вы можете смотреть видео на YouTube, в Инсте, и не обязательно даже мои. Или вы можете вообще ничего не смотреть, просто взять в руки любой материал, который вас привлекает, и начать рисовать или писать то, что вам нравится, и уже отталкиваться от собственных ощущений. В общем-то, исследуйте себя. Пятое. Ошибки обучения. Хочу рассказать вам секрет. Когда люди начинают рисовать, они допускают одну большую ошибку, которая их сильно тормозит. Вот начали вы рисовать и встали на путь выбора материалов. Кстати, у меня на канале есть видео про то, сколько времени нужно, чтобы научиться рисовать разными материалами. И там я как раз рассказываю про материалы, какие из них проще, какие сложнее для обучения в самом начале. Вот вы посмотрели мое видео и узнали, что быстрее всего можно научиться делать скетчи. Покупаете бумагу, лайнеры и маркеры.
И вот спустя месяц рисования вы начинаете думать: у меня уже что-то получается, но надо купить материалы получше. Наверное, все мои удачи просто из-за того, что материалы не самые классные были выбраны. И это вообще чистая правда. Вы покупаете классный скетчбук, лайнеры, которые не текут, маркеры разной толщины, которые еще и подходят друг другу по оттенкам, и рисунок реально становится лучше. Но рано или поздно вы все равно упретесь в потолок. К сожалению, большинство людей думает, что скилл рисования равно качество материалов. И, конечно, материалы важны, но намного важнее для ваших результатов это обучение. Большинство людей стопорятся в рисовании просто потому, что не изучают теорию. Они просто рисуют и рисуют, не делая никаких выводов, как правило, без понимания, без знания лайфхаков, не понимая даже, в каких местах они допускают одни и те же ошибки. Качество материалов — это где-то примерно 15% вашего успеха, практические навыки без теории — это еще 35%, и остальные 50% — это понимание теории. Пожалуйста, ради бога, не поймите меня неправильно. Я не говорю, что вам нужно все время изучать теорию просто до бесконечности. Пожалуйста, не делайте так. Просто вначале вы, скорее всего, упретесь именно в самые базовые штуки: светотень, штриховка по форме, колористика, композиция, анатомия. И это нужно вам будет изучить на минимальном уровне. На минимальном. Не доводя это до какого-то безумного уровня изучения годами. Всего должно быть в меру. И с этими знаниями вы будете уже на голову выше всех тех, кто будет начинать вместе с вами. 6. Психологические сложности. Я вам честно скажу, рисовать будет сложно. Учиться рисовать еще сложнее. И не физически, а психически. Зачем я это занимаюсь? Где, мои успехи? На что я трачу вообще свое время? И приведет ли это хоть к чему-нибудь? С этим вообще сталкиваются абсолютно все рисующие, и это нормально. И у меня есть ответ, что делать в современном мире, чтобы решить все эти проблемы разом. Это завести свой блог. Блог по рисованию сразу сможет закрыть много разных проблем. Например, необходимость в общении. Вы сможете найти там единомышленников, с которыми вы будете общаться, обсуждать интересующие вас темы. Блог сможет помочь вам продавать свои работы. И даже если у вас нет цели продавать работы, это прикольный способ отслеживать свои результаты. По сути, это и есть дневник вашего творческого роста. Через 5-10 лет вы сможете отлистать ваш профиль к самому началу и посмотреть, с чего вы начинали, как выглядели ваши работы, когда вот вы только-только начали рисовать. А главное, это будет работать на вас как на автора, потому что одно дело — это просто рисовать в стол, а другое дело — делиться своим творчеством, находить единомышленников, новых друзей и, возможно, даже поклонников. А может быть, вообще ваше видео случайно залетит до каких-то невероятных масштабов, и вы больше вообще не будете никогда нуждаться в работе и в деньгах. В целом, сколько бы вам ни было лет, завести свой блог и делиться своими успехами — это всегда хорошее решение для художника, даже если это просто ваше хобби. 7. План обучения. Я не хочу затягивать это видео подробным планом обучения, тем более, что об этом каждый первый мой видос, поэтому пробежимся быстро по основным пунктам. Чему я рекомендую научиться в самом начале и что вообще вам нужно знать? Сначала вам нужно выбрать материалы. Вы можете посмотреть видос, который есть у меня на канале, сколько времени нужно, чтобы научиться рисовать, и выбрать материалы, которые вам нравятся, которые вы хотите использовать для начала. Тут важный момент. Вам должны нравиться сами материалы и то, какие работы получаются у других художников этими материалами. Когда вы выбрали стиль, вам нужно выбрать жанр. Жанр — это то, что вы будете рисовать. Например, портреты, пейзажи, натюрморты, животных, концепт-арты, абстракцию и так далее. Дальше мы, естественно, учим базу. И в зависимости от того, какой жанр вы выберете, она будет отличаться. Если например, вы выбрали карандаш, вам не обязательно изучать колористику, но штриховку, светотень и тон было бы славно. Поэтому сейчас мы тезисно перечислим всю возможную базу, а дальше вы уже сами смотрите, что вам пригодится от вашего жанра и стиля. Первое — это светотень. Она пригодится в любом случае, потому что вам в любом случае нужно разбираться в том, как свет и тень ложатся по объекту, где находится тень собственная, где тень падающая, блики, контрасты, рефлексы, линии терминатора. Второе — штриховка по форме. Чтобы передавать объем объекта, вам недостаточно просто рисовать тень. Вам нужно понимать, как штриховка будет ложиться по форме, чтобы подчеркивать форму.
Ну и, конечно, чтобы при этом ваш рисунок выглядел чистенько и аккуратненько. Третья композиция – это то, как вам нужно располагать ваши объекты в рисунке, чтобы они смотрелись хорошо, как вписывать работу в разные форматы, будь то это классический А4 прямоугольный или 9×16, если вы будете что-то рисовать для рилсиков. Четвертое – колористика. Как смешиваются цвета, из чего они состоят, какой у них оттенок, насыщенность и яркость. Пятое. Перспектива. Собственно говоря, наше искажение пространства в зависимости от расстояния. Шестое. Анатомия и позирование. Это поможет вам лучше понимать, как рисовать человека, животное в пространстве, выстраивать его логически и красивенько. И седьмое — настроение. А как с помощью всего вышеперечисленного создавать какое-то определенное настроение в вашей работе. Вот эти вещи, которые я только что перечислила, лежат в основе всего изобразительного искусства. Если вы их освоите на базовом уровне, перед вами откроется мир изобразительного искусства со всеми возможными жанрами и стилями. Дальше нужно будет выбрать то, что нравится вам, или то, что у вас лучше всего получается, и продолжать развивать одно определенное направление. Я только начинаю снимать большие видео на YouTube, поэтому мне очень нужна ваша поддержка. И лучше всего, если вы напишите свои вопросы или мысли по этому поводу в комментариях, или поделитесь этим роликом с друзьями, которые учатся рисовать.